Здравствуйте, уважаемая Инга и Яночка. Меня зовут Оливия. Я хотела бы оставить видео благодарность за то, что я получила помощь от сил, от уважаемой Инги. Благодаря ее работам, ритуалам я на канале Инги относительно недавно, можно сказать, совсем недавно, около полугода. Вот, в самом начале я смотрела энное количество лекций Инги для того, чтобы понять, как правильно обращаться к силам и получать помощь. Я видела лекции о чистках, о том, как нужно правильно обращаться к богам, к силам, к духам, что сначала нужно чиститься, потом открывать дороги, призывать удачу и только в самом конце просить денег. Как бы денежные ритуалы, как говорила уважаемая Инга, получаются в самую последнюю очередь, потому что это самая капризная сила. Но деньги была не основная моя цель. Мы занимались усыновлением, и в нашей стране, учитывая, какое сейчас тяжелое положение в стране, у нас с этим были большие проблемы. Я чистилась долгое время, делала множество чисток, завела тетради теней, как называет их уважаемая Инга, записывала. Сначала я делала чистки, потом я убирала стены препятствий для того, чтобы просить помощи. В нашем случае с усыновлением было все очень печально, потому что наши дети были эвакуированы в другую страну, другие страны Европы, и в стране практически не было относительно здоровых детей, не то чтобы просто здоровых детей, которых можно было бы взять в семью, подарить им любовь, заботу. Мы не готовы были, конечно, взять глубокого инвалида, прикованного к постели, потому что мы с мужем долго мечтали о ребенке и хотели бы иметь внуков. Поэтому мы боролись за более-менее здорового ребенка, но с нашей бюрократией, с нашими устоями в стране это было очень тяжело. У нас потихонечку какие-то дела открывались благодаря ритуалам Инги, но вот усыновление стояло просто камнем, вот просто как будто стояла какая-то глухая стена, и ничего не открывалось. Я даже писала Яночке с просьбой обратиться к Инге. Может быть, она бы подсказала, как нам быть, потому что в этом вопросе просто была мертвая вот такая вот точка. Я была в ужасном отчаянии. У меня и нервные срывы были, и, в общем, ужасная депрессия. Но Яна объяснила мне, что это, в общем, что это не тот случай, по которому стоит беспокоить Ингу. И я поняла в тот момент, что да, действительно, к Инге обращаются люди, у которых намного более серьезные проблемы. И я должна сама как бы взять свою жизнь в свои руки и действовать. И вот тогда как бы у меня просто открылось второе дыхание. Я начала с большей силой просить силы, больше применять ритуалов. Я много раз часто делала ритуал разбить стену препятствий, чистки такие, как плакучий бес. У меня была самая первая основная проблема. Это то, что я всю жизнь жила в страхах. Меня постоянно преследовали страшные мысли, что в моей жизни все должно быть очень плохо. И обязательно, что плохое может быть, то обязательно должно случиться со мной. После некоторых ритуалов уважаемой Инги я, не побоюсь этого слова, просто забыла о страхах и о том, что вообще боюсь завтрашнего дня, что преследовало меня многие десятилетия, начиная с детства. Я за это благодарила Ингу в комментариях под ее видео, потому что это действительно ее ритуалы, они просто рукой сняли мои страхи. Я делала такие ритуалы, как вот читать на воду,
чтобы плохие мысли уходили, плакучий бес. Первый самый ритуал чистка – это соляной столб. Мне очень нравится эта чистка. Я делала чистки на землю, вот силой земли, очищение силой огня. Потом я открывала дороги. Когда я начала просить ребеночка, я очень долго читала заговор, цыганский заговор, починить обстоятельства свои, ну, починить себе обстоятельства, по-моему, около 2 месяцев каждый день я читала. Я просила помощи, тень ведьмы, просила у нее помощи. Я просила Василису Премудрую. Я сейчас даже уже и не вспомню, сколько ритуалов я делала. И вот когда я уже, ну, можно сказать, как бы потеряла какую-то надежду, вдруг в один миг нам написали, что пришло наше время. Я просто, когда муж читал это сообщение, я просто начала кричать, как сумасшедшая, и прыгать на одном месте, как будто, ну, вот как умалишенная. Я даже не поверила, что это все происходит с нами. И уже через 2 дня мы поехали в службу, нам предложили несколько детей, и среди них был наш мальчик. Нам сказали, что, рассмотрев наши психологические портреты, поняли, что именно этот ребенок нам подойдет, и мы ни капли не жалеем, что именно этого ребенка мы выбрали. Впереди стоял тяжелый процесс. Мне нужно было одной ехать за границу, забирать ребенка. Я никогда в жизни одна так далеко не ехала. Мы всегда с мужем вместе решали все такие серьезные вопросы. Я понимала, что если я раскисну, если я дам задний ход, то у нас ничего не получится. И тут все пошло как по маслу. Со всех сторон сначала как бы выходили какие-то подводные камни, и вдруг все начинали идти нам навстречу. Вот буквально за каких-то 6 дней у нас получилось и знакомство с ребенком онлайн, и я поехала, и приехала, и все пошли мне на помощь. И тот человек, который конкретно отвечал за весь этот процесс, сначала этот человек крутил носом очень долго, долгие месяцы, но после того, как я сделала 4 ночи подряд ритуал убрать помеху, я 4 ночи подряд делала. После этого просто этот человек, он просто делал все, что мы захотим. Я еще делала на этого человека безмолвную магию, потому что я до конца все-таки не верила, что нам может так повести. Я делала на этого человека безмолвную магию, и этот человек просто, ну, он сделал все для того, чтобы у нас все пошло как по маслу. Еще была такая удача. Благодарю Фортуну, благодарю Ингу за то, что она познакомила нас с этой великой богиней. Статуя этой богини есть в нашем доме. Ей отведен специальный уголок. Мы очень почитаем и любим ее. Проводим ей ритуалы, благодарим, делаем подношения. И очень-очень сильно благодарны за то, что она есть в нашей жизни, если можно так сказать. В общем, когда мы приехали, я приехала с ребенком. Это женщина, которая отвечала за весь наш процесс. Она вдруг сказала, что она поставит нас в специальную соцпрограмму, о которой мы даже и не знали. И благодаря этой программе нам вернули абсолютно все деньги, потраченные на эту дорогостоящую поездку. И даже там была еще сумма где-то на 250 евро больше, чем мы потратили на дорогу. То есть это была вообще несказанная удача. Я знаю, что это просто сила фортуны, сила богов. Просто это была несказанная удача. Мы до сих пор с мужем, вспоминая весь этот процесс, не верим, что вот так вот у нас сложилось, потому что мы часто общаемся с другими усыновителями из нашей группы. Но ни у кого так не складывалось, как у нас. Я на 300, на 500% уверена, так же, как и муж, что это помощь сил,
Помощь Инги, то, что она делает, это просто бесценно. Уважаемая Инга, я вас очень сильно, мы вас очень сильно благодарим за помощь, за то, что вы делаете для нас, для людей. Мы после того, как начали просматривать ваши лекции, мы совсем по-другому посмотрели на мир, совсем по-другому начали мыслить. У нас полностью поменялись все жизненные приоритеты, ценности. Мы просто посмотрели на мир другими глазами. Благодарю вас искренне за то, что вы делаете для нас, для людей. Мы желаем вам счастья, здоровья, долгих лет жизни. Вы когда-то в каких-то своих видео говорили, что вы недолго будете жить. Но мы очень сильно просим вас, чтобы вы жили долго, как можно дольше, потому что вы нужны людям. Вы нам нужны. Живите долго и будьте счастливы. Искренне благодарим вас за то, что вы делаете для всех нас. Все ритуалы, которые дает уважаемая Инга, они все работают. Очень много было денежных подарков от Фортуны, много было обычных подарков. Тоже мы знаем, что это Фортуна. Еще хочу сказать пару слов о молодильных ритуалах, да, оздоровления, омоложения. Мы, конечно, когда взяли ребеночка, мы сильно устали физически и морально. И совсем недавно мы с мужем вместе начали делать ритуал «Молодильное яблоко». Я хочу сказать, что я буквально на второй день почувствовала прилет энергии. Просто я начала шуршать, летать. Откуда ни возьмись, появились бешеные силы. Муж у меня, он, конечно, по жизни хронически устает, потому что он много работает. Но даже он примерно на третий день почувствовал энергию. Я у него спросила, я говорю, у тебя нету такого ощущения, что прилив откуда-то сил? Он говорит, есть. Я говорю, я даже своим ушам не верю. У тебя такого никогда не было. Он говорит, да, есть. То есть все ритуалы относительно здоровья, относительно омоложения, относительно денег, удачи, чистки, защиты, оно все работает. Недавно, 3 месяца назад мы делали ритуал, муж делал ритуал защиту от властей на кладбище. И после этого вообще, учитывая, что происходит в нашей стране, это все сумасшествие, нас с мужем просто перестали замечать на улицах те люди, которые преследуют и загребают всех подряд. Просто мы стали невидимками. Я благодарю вас, искренне благодарю, уважаемая Инга. Благодарю, даже, наверное, не хватит слов благодарности. Просто живите долго, будьте с нами, вы очень нужны нам. Хочу сказать людям, не ленитесь, делайте ритуалы, старайтесь, не сидите сложа руки, и вы обязательно измените свою жизнь к лучшему. Всем спасибо, благодарю.